Ночью шел снег. Автор Тон-Тон читает Кэт Уилд. Вечером Чимин решает перестать пытаться. Бросить это все, жить как живется, без всякого такого. В конце концов, чувство неполноценности и необходимость найти кого-то – проблема внутренняя, а не реальная нужда. Он говорит: «Я все, мне надоело». Тэхён, понимающе кивает, виновато молчит. Они уходят из клуба рано, Тэхён с царапиной на щеке, Чимин прихрамывая. А все потому, что кто-то продолжает реагировать на «эй, пидики» слишком бурно. А еще потому, что в их маленьком убогом городишке просто нереально скрыть что-то. Особенно ориентацию. Особенно, если твой лучший друг не разбирается в людях, но все равно отчаянно пытается устроить твою личную жизнь. «И ты тоже больше не будешь», — предупреждает Чимин. «Он был ничего такой. Он был с девушкой. Девушка — это не Тэхён». Небо серое, мрачное. Становится все ниже и ниже, будто стены сжимаются. Потолок опускается, и от Чимина с Тэхёном останутся скоро 2 расстроенных продрогших кубика. «Обещали снег», — вздыхает Тэхён. Они останавливаются у Чиминова дома, смотрят на небо долго и пристально. Небо замирает, перестает двигаться вниз, смотрит на них в ответ. Сбрасывает Тэхёну на нос одинокую снежинку. «Есть занятие завтра». Тэхён сводит глаза к переносице, выглядит откровенно по-идиотски. «Нет». «Отсыпаемся». Чимин кивает. Заходит в дом, включает свет. Шипит от боли, стягивая пальто. Руке тоже досталось. Как же это все? Не умел бы держать себя в руках, выл бы уже давно. Тащил бы Тэхёна на поезд, ехал бы куда угодно, лишь бы подальше. Тэхён стоит на крыльце, и в рамке дверного проема вместе с ним серые тучи, неровные мазки крыш соседних домов. Выглядит настолько мрачно, что... «Иди в дом», — просит Чимин. Тэхён оборачивается, смотрит на него тяжелым мутным взглядом, повторяет зачем-то. «Обещали снег». Но в дом заходит. Чимин хлопает дверью. Да чего же неуютный вечер. Неуютный город, неуютная жизнь. Он надеется проспать всю ночь, в идеале пару лет. Ну и на электронных часах только 4:30. Когда Тэхён расталкивает его, спихивает с матраса и восторженно шепчет в лицо, навалившись сверху: «Посмотри в окно, посмотри!» Не то чтобы Чимин не видел снега, но зрелище и впрямь впечатляющее. Все неровности города, рваные края и провалы сглажены одной огромной белой простыней. Так накрывает труп с головой, не оставляя шанса. У этого города тоже шансов не осталось. Чимин смотрит завороженно, как падает и падает, и падает небо. Не целиком, а сменив тактику, крошится по чуть-чуть, пытаясь обмануть. Красиво. Сейчас бы оседлать северного медведя и мчаться сквозь буран, прикрывая лицо меховым воротником. «Давай, давай!» — торопит Тэхён. Подкрадываясь сзади, натягивает на Чимина куртку, помогает запихнуть босые ноги в сапоги. Они в трусах и в сапогах выглядят странно, но это не имеет значения, ведь главная цель — лепить, сообщает Тэхён. Я читал, что свои мечты надо демонстрировать Вселенной как можно чаще, так что мы будем лепить твоего будущего парня. Вселенной плевать. Она огромная, равнодушная, холодная и даже не подозревает, что где-то есть маленький Ким Тэхён, пытающийся добиться от нее внимания. И маленький Пак Чимин, который знает правду, Вселенной плевать.
На улице морозно, но терпимо. Тэхён закатывает рукава и кидается катать шар. В его представлении, очевидно, будущий парень Чимина типичный снеговик с морковкой вместо носа. По сути, это не важно, но забавно. Чимин оглядывает белую ровную площадку и, вздохнув, приступает к работе. Незаконченное медицинское образование не позволяет ему расслабиться и забыть об анатомии. Стойкая ассоциация с саваном не отпускает. И у ног Чимина медленно, но верно проступает чужое тело, свернувшееся в позу зародыша. Он не замечает, как идет время. Процесс затягивает, поглощает, отнимает минуту за минутой. Пару раз Тэхён подбегает, восхищенно вздыхает, возмущается разницей результата. Вокруг Чиминова творения толпится армия одинаковых двухсоставных снеговиков. На одном Тэхёнова шапка. Видимо, Тэхён решил взять количеством. Чимин улыбается, сморгивает. И в этой короткой передышке хватает, чтобы осознать, дело сделано. В эту же секунду на него наваливается страшная усталость. Холод терзает голые ноги, голова кружится. Снег валит сильнее, накрывая одеялом лежащего перед Чимином ледяного человека. Чимин закрывает глаза на секунду. Открывает только утром в постели. «Прости», — бормочет Тэхён, подпихивая ему под нос чашку с бульоном. «Не думал, что ты вырубишься». Чимин тоже не думал. И на Тэхёна не злится. Пьет бульон, смотрит в окно. Снег перестал, и у дома все сверкает белым. Искрится, переливается на солнце. Уже не саван, изящное дорогое покрывало. Армия Тэхёновых снеговиков больше не водит хороводы. Все как один смотрят вдаль, вдоль по улице. Вместо Чиминова ледяного человека примятая снежная перина. Чимин не помнит его лица, но почему-то все равно жалко. Все простое в этом мире, к сожалению, имеет больше шансов выжить. Наверное, и Чимин слишком сложный. Он не спрашивает у Тэхёна по поводу пропажи, не хочет расстраивать. Отдает чашку, плетется в ванную, отогревается под горячей водой долго-долго, пока не хлопает входная дверь. Тэхён отправился на очередную гулянку. Чимин выбирается в коридор, читает на стикере «Не ходи никуда, лечись». Улыбается в ответ кривому смайлику. Тэхён такой милый. На кухне теплее всего. И Чимин сидит там, подобрав под себя ноги, грея пальцы о чашку с чаем. Уютно. Сердитый стук в дверь выводит его из своеобразного транса. У Тэхёна есть ключи, и Чимин медлит. Открывать почему-то страшно. Но открывает, когда стук повторяется. «Кто ты?» — хрипло спрашивает парень, стоящий на пороге. У него светлые волосы, бледное лицо, белая толстовка и штаны. Он бы сливался с пейзажем, если бы не две черные точки глаз. У Чимина к нему тот же вопрос, но он молчит. Снеговики за спиной парня выстроились молчаливой поддержкой, смотрят ему в спину провалами глаз. У Тэхёна весьма своеобразное чувство юмора. Додумался же повернуть каждого, чтобы не выпускали дверь из виду. Незнакомый парень, не дождавшись ответа, морщится, наступает на него, оттесняя в дом, а потом, прикрыв за собой дверь, хрипит. «Зачем ты меня сделал?» Чимин опускает взгляд вниз, на его босые ноги, потом поднимает обратно. Он абсолютно ничего не понимает первые 5 минут. А потом вспоминает это лицо. Не такое живое, не такое настоящее. Лицо, уткнувшееся в колени. Тело, свернувшееся на земле. Снег, засыпавший все вокруг. Небо опускается на землю. Вселенную, которой вдруг стало не наплевать. «Как тебя зовут?» — выдыхает Чимин. Парень улыбается криво, смотрит вбок и вверх, вспоминая. «Юнги», — говорит. «Кажется, меня зовут Юнги». Юнги не помнит момент рождения.
Не помнит, кто дал ему имя и что оно значило. Он помнит только боль, внезапно прорезавшееся зрение и скрип снега под чиминовыми сапогами. Глухой стук упавшего рядом тела. Собственные вязкие сбивчивые мысли. Первую неудачную попытку встать, вторую удачную. Помнит, как бродил всю ночь по городу, шарахаясь от машин. Шел куда-то, куда несли ноги, а голову разрывало от вопросов. Помнит, как повернул обратно, потому что чувствовал что-то очень важное все дальше и дальше от него. Он рассказывает это все отрывисто, останавливаясь на обдумывание. А Чимин слушает и боится предложить ему чаю. Юнги выглядит до крайности замерзшим, но он не просто замерзший, он ледяной, и это даже не преувеличение. Чимину кажется, что они знакомы 1000 лет, что он влюбился еще тогда, когда бережно вытачивал черты лица, стирая ненужные окоченевшими пальцами. Ведь это то же самое, о чем говорил Тэхён. Идеал, подаренный ему Вселенной. Только что теперь делать с этим идеалом, непонятно. «Ну, у тебя есть сигареты?» — спрашивает идеал. А вместо ответа Чимин тянется к нему и недоверчиво щупает его лицо. Это чертовски неприлично, но все, что здесь происходит, никак не укладывается в голове. Необходимо тактильное подтверждение, осязательное. Кожа Юнги холодная и мягкая, вокруг глаз тоньше, чем на щеках. Он позволяет изучать себя, не двигается, только морщится от самого первого прикосновения. Горячо. Чимин старается касаться легче, потом и вовсе убирает руку. Убедившись, настоящий. С ума сойти. «Тебе можно чай?» — спрашивает все-таки. Я не проверял. Они проверяют вместе. И Чимину до ужаса страшно, когда Юнги делает первый глоток. Его лицо меняется совсем чуть-чуть. Но Чимин жадно ловит каждую микроэмоцию, чтобы успеть вовремя помочь. Дать холодной воды или еще чего-нибудь. Сладко. Кивает, наконец, Юнги. Мне нравится. От горячего чая его губы краснеют. Превращаются в яркое алое пятно на лице. Это потрясающе. «Душ?» — предлагает Чимин следующий этап отогревания. Юнги хмыкает, подсаживается ближе, спрашивает снова. «Зачем ты меня сделал?» И накрывает холодной ладонью Чиминово сердце, бешено стучащее под кожей. Его собственное молчит. «Мне нужен был...» — шепчет Чимин, замолкает, но менее странных слов найти не получается. «Мне нужен был ты». Юнги кивает, принимая ответ. Смотрит прямо, изучая Чимина, а потом тянется к его лицу руками. «Теперь моя очередь». Через час вопросов и ощупываний он даже заставляет Чимина снять футболку, чтобы увидеть больше. Юнги все-таки идет в душ. Чимин сидит под дверью с замирающим сердцем, прислушиваясь к звукам. Выискивает крики и просьбы о помощи в шорохе воды. Но ничего этого нет. Время от времени он трогает свой лоб, однако если температура и есть, так ее не проверить. Нужен градусник, который лежит в спальне. А оставить Юнги без присмотра Чимин не может. Не готов потерять его таким глупым образом. Вода в ванной смолкает. Чимин подбирается, встает, а когда Юнги выходит, чуть не стекает обратно на пол. «Одежда!» — бормочет он, покрываясь пятнами от смущения. «Я принесу тебе одежду». Он готов поклясться, что смешок в его спину ему не послышался. «Еще раз!» — мотает головой Тэхён. Чимин вздыхает, повторяет снова. «Я слепил его вчера из снега. А сегодня он спит в твоей кровати». «Да». «Живой». «Да». «Настоящий. Ты сам видел». «Я много пил этим вечером», — признается Тэхён. «Я не могу так просто доверять своим глазам». Они идут проверять еще раз.
Юнги лежит поверх одеяла, привычно свернувшись клубком. Трогательно сопит во сне. Живой, настоящий. Тэхён тыкает в его щеку пальцем, отдергивает руку. Резюмирует. Да охренеть просто. И плетется обратно на кухню. Чимин полностью с ним согласен. Когда я говорил про Вселенную, тянет задумчиво Тэхён, я хотел убедить тебя, а не Вселенную. Чимин тоже так думал. Вселенная думала иначе. Когда Тэхён уходит спать, последний раз взглянув на дверь, за которой притаилось чудо, Чимин идет в свою комнату, садится перед кроватью и бессовестно пялится полночи на собственноручно созданный идеал. Где-то около 4 часов утра Юнги просыпается. Сонно моргает, непонимающе заметив его, а потом затягивает к себе на кровать. Чимин не решается его обнять. Честно отворачивается, едва уместившись на узкой кровати, и вздрагивает, когда холодная рука пробирается под его локтем и укладывается на живот. Так, правильно. За 1,5 недели Чимин успевает показать Юнги абсолютно все. Он водит его в кино, в кафе, в парк развлечений, в магазин, в библиотеку, в бар, в обычный парк. Но там тоже полно развлечений. В баре Юнги нравится, в парке не очень. Чимин учит его пользоваться рисоваркой, кофеваркой и микроволновкой. Потом страшно переживает, оставив дома одного. Постоянно смотрит на часы, в окно, куда угодно, но не в конспекты, что не ускользает от профессора. И мои лекции, вероятно, ужасно скучные для господина Пака. Притягивает к нему внимание всей аудитории. Чимин честно пытается показать, насколько это утверждение ложно. Но он не может перестать волноваться. А вдруг что-то случилось? Короткое замыкание, нападение бандитов, коллекторы ошиблись домом, упал самолет. Он несется домой на всех парах, только чтобы застать Юнги за просмотром очередной дорамы по телеку. Странные ребята, хмурится Юнги. Слишком много внимания уделяют прикосновениям. Сбитый с толку Чимин краснеет. Отводит глаза, но поясняет. Прикосновения очень важны для людей. И пропускает момент, когда Юнги оказывается пугающе близко. Касается пальцами его щеки и качает головой. Не понимаю. Ситуация откровенно неловкая. Дико смущает. Но Юнги можно понять. И Чимин не сопротивляется, когда чужие холодные ладони продолжают исследование, забираясь под футболку. «Ты горячий», — сообщает Юнги. «А ты-то настолько не представляешь», — проносится в Чиминовой голове, пока он не озвучивает это, предполагая, что слова Юнги несколько о другом. «Ты этого хотел», — уточняет Юнги. «Как в телевизоре? Для этого меня создал». Чимин старательно отводит глаза, но врать совершенно не умеет, приходится кивнуть. Этого не хватало. Родства душ, разговоров, прикосновений. Он так устал искать все это в чужих людях. Но правда, даже не мечтал найти таким образом. Все это по-прежнему кажется странным, волнующим сном. И как во сне Юнги становится еще ближе, прижимаясь губами к его губам. Это явно очередное исследование. Юнги сейчас в принципе, как ребенок, познает мир заново, так и не вспомнив, откуда знает его хотя бы частично. Но, несмотря на это, Чимина бросает в жар от одного такого прикосновения. Не зря же идеал. Вселенная честно учла все пожелания. Он ясно видит себя кусочком пазла, состоящего из 2 частей. И вот вторая часть сидит рядом, целует его, с интересом наблюдая за реакцией. «Так?» — спрашивает. «Приятно», — соглашается. Кивает. «Теперь я понимаю». Везет же. Чимин, например, ничего уже не понимает. С каждым днем он тонет все глубже. В улыбках Юнги, в словах, в жестах, в мельчайших деталях, с ним связанных.
Но сколько бы ни отключался мозг от бескрайнего восторга, выкинуть из него мысли о том, что скоро весна, не получается. Скоро весна. Юнги растает. Как и его свита, все так же провожающая его взглядами от крыльца и обратно. Да, это его свита. Они даже поставили парочку забавных экспериментов. Юнги смеялся от души, когда снеговики вращались по кругу, не поспевая за ним. В детстве Чимин мечтал об армии снеговиков. Теперь это смешно, не более. У него есть Юнги. Зачем ему армия? Но надолго ли есть? От этой мысли все веселье и счастье испаряются, будто и не было. Устал, замечает резкую смену настроения Юнги. Чимин лежит на его коленях головой, пальцы Юнги умиротворяюще перебирают его волосы, и за нахмуренные брови немного стыдно. «Ты исчезнешь, да?» — не выдерживает Чимин. «На следующей неделе снег уже растает». «Я не знаю». Они оба не знают. И эта неизвестность пугает гораздо сильнее, чем ожившая снежная скульптура. Она толкает на неожиданные поступки, на серьезные шаги, и однажды Чимин находит себя целующимся с Юнги и не желающим останавливаться. Ничего горячего и страстного не получается, потому что в Чимине столько тепла, столько скопившейся нерастраченной нежности, что хочется не безумного секса, а объятий, слов, ленивых поцелуев. Сколько бы он ни думал о том, что рано или поздно Юнги пропадет, набрасываться и брать все без остатка нет никакого желания. Потому что вспоминать такое потом будет странно и неловко. А вот вспоминать неторопливые поцелуи, холодные ладони на своих бедрах и дрожь от хриплого шепота. Он боится об этом думать. Об этом времени, когда придется задействовать память, чтобы пережить снова. Поэтому не берет, что дают, а дает больше, чем просит. Возможно, где бы потом Юнги не оказался, он тоже будет вспоминать. «Знаешь, чего подумал?» Тэхён оттаскивает его в сторону во время перерыва между парами. С заговорщицким видом озирается по сторонам. «Может, он слепок?» «Сам ты слепок!» — возмущается Чимин до глубины души. Тэхён хихикает, успокаивающе гладит его по плечу. «Я имею в виду, что он, как бы калька живого человека, понимаешь? Может быть, где-то есть настоящий Юнги, а ты поторопился, ускорил Вселенную, и она выдала тебе обманку, чтобы было не так обидно ждать». Наверное, впервые Тэхён с его страстью к мировым заговорам и прочему может оказаться прав. Но Чимин не хочет ждать. У него есть его личное чудо, его подарок, и никакие другие ему не нужны. «Может, имеет смысл?» — шепчет Тэхён. «Не имеет». Чимин хочет сказать это резко и строго, но получается ужасно жалко. Голос срывается, оборачивается шепотом. И говорить, в принципе, становится страшно. Дышать, медлить, потому что они стоят у окна, а за окном тает снег. Он понимает, что все пропало. Уже на подходе к дому, наткнувшись взглядом на круглые холмики, 12 штук у крыльца, на одном Тэхёнова шапка. Забегает внутрь, раза с третьего попав ключом в замочную скважину. Носится по дому в ботинках, оставляя на вымытом до блеска полу грязные следы ботинок. Юнги нет. Он проверяет в кухне, в спальне, в комнате Тэхёна, в туалете. Ванная закрыта. «Юнги!» — скулит он под дверью, не сумев совладать с голосом. «Юнги, ты там? Открой! Пожалуйста, открой!» После гнетущей чудовищной долгой тишины до него доносится едва слышное, но твердое: «Уходи, не надо». «Ты не можешь вот так!» — рычит Чимин. «Ты не имеешь права! Я тебя создал! Создал, черт, ты же идеал! Специально для меня! Ты же должен теперь всегда и вообще!»
Прости. Хрипло смеется Юнги. Из меня хреновый идеал. Чимин сползает на пол, прислонившись спиной к двери. Сидит, смотрит в стену долго. Так долго, что в доме темнеет, а в коридоре появляется Тэхён. Вздыхает, моргает часто-часто, прогоняя красноту с глаз. Силой тянет Чимина на себя, заставляет подняться и уводит в спальню. Чимин садится на кровать. Слышит, как щелкает замком, как психует и ломится в дверь, как ковыряет петли, матерясь и всхлипывая. Слышит, как дверь попадает в ванную, оставшись без поддержки. А потом все стихает. И Тэхён, появляясь на пороге комнаты, говорит: «Там нет никого. Там нет никого». Но Чимин все равно время от времени боится заходить в ванную. Это практически ритуал. Стоять на пороге, забыв включить свет, и пялиться в темноту. Ну, мало ли. Вдруг, если простоять так достаточно долго, планеты сойдутся должным образом, Вселенная перестанет быть такой сукой или что-то в таком духе. И Юнги вдруг окажется там. Ну, вдруг. Там никого нет. А поэтому Чимин часто гуляет после учебы, вместо того, чтобы идти домой. Тэхён таскает его по гостям, по тусовкам, по клубам, по всему городу, лишь бы не кис и не покрывался плесенью. Чимин не покрывается, все нормально. Он просто решает гулять побольше, дышать свежим воздухом, радоваться весне и все такое прочее. Ему нравится солнышко, нравится ветер, пробирающий до костей, нравится холодный мерзкий дождь. Все нравится, кроме пустой ванной. Пустая ванная — зло. Лучше уж спечься, сгореть, надышаться микропылью, простыть на ветру и промокнуть насквозь, чем так. Он и промокает. Когда забегает под навес остановки, белые губы на его лице отражаются в стекле, напоминают о других белых губах, наполняющихся цветом после одной единственной чашки чая. В горле першит приветом от подбирающейся простуды. Чимин залипает на свое отражение, изучает, будто впервые видит светлые волосы, белое лицо. Этакое напоминание о странной зиме. Отвлекает только клёкот дождя по пластиковой крыше и... «У тебя сигареты есть?» Чимин не оборачивается. Страшно. Но услужливо отражает чужие очертания. Черные волосы, но лицо тоже. То же самое лицо. Те же глаза, тоже сердитое выражение. Чимин бьется лбом о стекло, забывшись и покачнувшись вперед. Его аккуратно придерживают за плечи. Он оборачивается в этих знакомых до боли руках, смотрит в те самые глаза. Вселенная все-таки такая дрянь. Юнги недоверчиво смотрит на приближающиеся к своему лицу пальцы, но не отталкивает, терпит, морщится только. Горячо. Но в этот раз у Чимина и правда температура. А в груди у Юнги стучится совершенно живое человеческое сердце. Стучится чуть быстрее, чем положено при первой встрече.